Всем привет! Мы привыкли к тому, как массовая культура рисует нам наемных убийц в образе монстров с добрым сердцем. Они мстят за убийство собак, вступаются за детей, а если и убивают за деньги, то обязательно позже раскаиваются. Однако в жизни все несколько иначе. Вот как отзывались об одном из самых жестоких хитменов, пораженный мафиози. Он настоящий ублюдок и сам дьявол во плоти. Он измывался над своими жертвами, а в свободное время убивал людей ради забавы. Каждое убийство доставляло ему и удовольствие, и десятки тысяч долларов. О ком именно идет речь, вы узнаете позже. Эйб Релис Канарейка. Ваша честь, я справлюсь с любым копом в городе, потому что он считает до 10, прежде чем нажать на курок. Я не считаю. Так ответил Релис судье, когда тот сказал, что когда-нибудь он получит пожизненный срок или пару пуль в затылок. Эйб Релис родился в 1906 году в Бруклине в семье австрийско-еврейских иммигрантов. В детстве он был неисправимым хулиганом, за что получил прозвище «Малыш Твистер» в честь легендарного гангстера из Нижнего Ист-Сайда. Семья Эйба жила в бедности, поэтому о полном образовании сына речи не шло. Впрочем, к наукам юного Релиса не тянуло. Окончив 8 классов, он начал работать на побегушках у 3 братьев Шапира, владельцев бруклинских увеселительных заведений. В 1921 году Эйб впервые попал за решетку за кражу жевательной резинки. Отсидев в подростковой колонии 4 месяца, Эйб твердо решил, что теневой мир, адреналин и легкие деньги – его призвание. Однако то, что началось с безобидных краж, очень быстро переросло в хладнокровные убийства. После освобождения Эйб вместе со своим другом детства Бакси занялся бизнесом на игровых автоматах в Нью-Йорке. Судьба снова свела Релиса с братьями Шапира, однако союз длился недолго. После очередной перестрелки Релис расправился с братьями и вскоре стал главным хитманом преступной корпорации с выразительным названием «Синдикат убийств». Организация занималась чисткой криминальных рядов и за время своей деятельности ликвидировала более 400 человек. Релис собственноручно убил 11 из них, а во многих других случаях помогал добивать, топить и сжигать. Для устранения жертв он нередко пользовался ледорубом. При этом работал малыш Твистер настолько чисто, что после каждого из 42 арестов он выходил на свободу. В феврале 1940 года ФБР арестовало Релиса в 43-й раз вместе с несколькими другими гангстерами. Обвиняемых в убийстве развезли их по кабинетам и начали колоть. Релис согласился рассказать все, что знает, но поставил условие – ему не предъявят обвинений ни по одному из убийств. Прокуратура, скрипя зубами, согласилась. И тут Релис, у которого была фотографическая память, начал сдавать своих бывших коллег одного за другим. Его рассказы уместились в 25 томах. Главари мафии не ждали, что Эйб Релис запоет, и вскоре заказали убийство Канарейки. 12 ноября 1941 года в 7 утра разбившегося в смятку 37-летнего Эйба Релиса нашли на парковке отеля. Позже о нем говорили. Канарейка умела петь, но не умела летать. Томас Питера, или Томми Карате, кошмарный сон наркодилеров. Родился 10 декабря 1954 года в семье торговца конфетами. Был тихим и скромным ребенком, над которым издевались одноклассники. Но все изменилось после того, как Томми посмотрел фильм «Зеленый шершень». Воодушевившись актерской игрой Брюса Ли, Питера загорелся желанием освоить кунг-фу. Недолго думая, он наскреб денег и улетел в Токио, где начал обучаться боевым искусствам. В Америку Томми вернулся мастером карате, за что и получил свое прозвище. Вскоре после этого Томми устроился на работу к мафиозной семье Бананна, где стал одним из главных палачей. Он не был брезгливым. Убивал как с помощью пистолета, так и голыми руками. Особенно каратист любил квитаться с торговцами наркотиками. Так однажды Томми убил 2 колумбийских наркодилеров. При этом найденный кокаин он продал сам. В другой раз хитман избавился от поставщика героина с Ближнего Востока по кличке Сик-Сик, расчленив его на 6 частей и похоронив в разных концах свалки. Тела киллер обычно увозил на нью-йоркское кладбище Стейтен-Айленд. Он считал, что влажная почва в этом районе быстрее разлагает куски плоти. Томми Карате был человеком осторожным. Он всерьез интересовался патологоанатомией, так как хотел научиться расчленять трупы таким образом, чтобы их невозможно было идентифицировать. Он также боялся, что полицейские собаки смогут учуять запах гнили, и всегда настаивал на том, чтобы его помощники глубже закапывали тела убитых. Однако, несмотря на предусмотрительность, у Томми все же было слабое место. Он любил собирать трофеи. Как правило, то были сняты из жертвы ювелирные изделия. Это и помогло полиции поймать убийцу.
Питера подозревался в убийстве 60 человек, однако официально был признан виновным лишь в 6 из них. Суд Бруклина осудил палача-наркодилеров к пожизненному заключению. Джованни Бруско. Свинья и убийца христиан. Джованни родился в 1957 году в Сицилии. Его жизненный путь был предопределен с рождения. Его отец, дед и прадед были крупными сицилийскими землевладельцами и известными членами мафии. В детстве в мальчике мало что выдавало патологического убийцу. Он был полным ребенком, который любил поесть и громко чавкал, за что и получил прозвище «свиньи». Отец Джованни находился в тесных отношениях с боссами клана Корлеоне, Сальваторе Риину и Бернардо Провенцано. Поэтому, когда его сыну исполнилось 20 лет, он устроил его водителем к Бернардо. Однако вождение машины было лишь удобным прикрытием. На деле же Джованни занимался устранением конкурентов и всех тех, кто перешел дорогу клану. Бруски никогда не задавал много вопросов, и уж тем более не думал о судьбах жертв. Он безоговорочно выполнял то, что ему приказывали, и очень скоро оказался в отряде смерти, подразделении наемных убийц мафиозного клана. Во время своей работы Бруско застрелил босса семьи Алькамо, который начал оспаривать власть Корлеоне. Спустя несколько дней после этого он задушил беременную подругу убитого, чтобы ее нерожденный сын не вырос и не отомстил за отца. Именно Бруско взорвал бомбу в Капаче на острове Сицилия, убив легендарного магистрата по борьбе с мафией Джованни Фальконе. Однако одно из самых зверских убийств он совершил в 1996 году. Все началось с того, что полиция арестовала сначала мафиозного босса Риину, а после еще одного члена клана – Сантино Ди Матеро. Сантино был причастен к убийству магистра по борьбе с мафией и, чтобы облегчить свою участь, согласился сотрудничать с властями. Члены мафии, узнав, что Сантино собирается рассказать правду, поручили Бруске выкрасть его 11-летнего сына Джузеппе. Киллер привез ребенка в заброшенный погреб, где продержал его почти 2 года. Все это время он пытал мальчика и отправлял фотографии его отцу. Однако Сантино от показаний не отказался, и в январе Бруско задушил мальчика, а тело его растворил в кислоте. За время своей работы Джованни убил более 100 человек. Точное количество жертв, включая его самого, никто сказать не может. 20 мая 1996 года свинья был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Однако, несмотря на это, был освобожден 31 мая 2021 года за сотрудничество с властями на протяжении 25 лет. Бернард Ханвик, палач мафии. «Я никогда не видел никого настолько жестокого, как Барри Ханвик», рассказал бывший работодатель Ханвика, описывая, как тот с улыбкой на лице забил человека едва ли не до смерти, прежде чем убить его. Бернард Ханвик начал свою карьеру вышибалой в баре. За грозный вид и крутой нрав он получил прозвище «Медведя Барри». Ханвик пускал в ход свои пудовые кулаки по любому поводу. Однако вещи, которые он творил после своей основной работы, были куда страшнее. Ханвик был палачом мафии. Он принимал заказы на убийства и выполнял их вместе со своими помощниками. Позже он рассказывал, как выкинул приговоренного к смерти торговца через стекло витрины, а затем, набрав пригоршню битого стекла, заставил бедолагу съесть осколки. Когда несчастный мучился от боли, Бернард ударил его в лицо и только потом выстрелил в затылок. Полиция арестовала Ханвика в 1982 году, когда на него, как на убийцу, указал чудом выживший Ален Чаффин. По его словам, Ханвик вместе со своим напарником выстрелили в него и бросили умирать возле канала. После задержания Ханвика следователи сообщили, что они подозревают Бернарда в причастности к более 100 убийств. Однако весомых доказательств не нашли, и киллер был оправдан. Спустя 15 лет другой убийца согласился сотрудничать с агентом ФБР и дал показания на Ханвика. Он рассказал, что Медведь Барри убил торговца наркотиками по имени Ричард Диего Мессина. Контрабандиста кокаина нашли с перерезанным горлом. После сбора неопровержимых доказательств полиция наконец задержала хитмена. В 1999 году суд приговорил Бернарда Ханвика к пожизненному лишению свободы. И хотя формально Ханвик обвинялся лишь в одном убийстве, на деле от его руки пало более 100 человек. Медведь Барри скончался 2 января 2013 года в возрасте 67 лет в медицинском центре Батнер для заключенных в штате Северная Каролина. Следующий в списке Джозеф Барбоза, безжалостный наемный убийца мафии, который как-то раз откусил человеку щеку, за что впоследствии и получил прозвище «Зверь». Родился Барбоза в 1932 году в Нью-Бетфорте в Массачусетсе. Его мать была обычной швеей, отец – боксером.
Именно под его руководством к 17 годам Джозеф добился неплохих успехов в боксе в полутяжелом весе и даже вошел в ассоциацию бокса в США. Однако из-за чрезмерно вспыльчивого характера дальше с боксом у него не сложилось. В 1950 году Джо попал на 5 лет в тюрьму Конкорд за убийство и грабеж. Но через 3 года Барбоза возглавил побег, который стал крупнейшим за всю историю тюрьмы. Вместе с 6 сокамерниками Джозеф украл таблетки амфетамина и, хорошенько запив их виски, накинулся на охранников. Умчавшись из тюрьмы на 2 машинах, компания принялась разъезжать по улицам, избивая случайных прохожих. К утру беглецов задержали. Дожидаясь суда в тюрьме, Джо заскучал и убил охранника в столовой, забив его табуреткой. За время отбывания 2-го срока он познакомился с бойцами семьи Раймонда Патриарки, который контролировал в Бостоне мир азартных игр. Выйдя на свободу в 1958 году, он начал работать на Патриарке в надежде, что тот примет его в свою семью. Раймонд отказал Джо из-за его португальского происхождения, но киллер не отчаивался. «Я зарезал парней, которые все еще продолжали прятаться. Знаете, я ударил их ножом в лицо, я проткнул им ноги, я ударил их по рукам, я ударил их ножом в грудь, вы понимаете?» Рассказывал позже Барбоза о том, как он решил доказать итальянцу свою храбрость. Всего за 7 лет работы на клан Патриарка Джо убил 29 человек. Возможно, так бы и продолжалось. Однако в 1966 году его арестовали за хранение оружия. Патриарка отказался внести залог за своего работника. Сотрудники ФБР решили воспользоваться моментом, чтобы настроить Барбозу против босса. Они предложили ему сделку. Он выдаст Патриарку, а они ему обеспечат неприкосновенность и новую жизнь в Сан-Франциско. Барбоза согласился и дал показания. Патриарка был приговорен к 10 годам тюремного заключения вместе с еще 6 мафиози. Барбозе, как и обещали, дали шанс на новую жизнь. Однако Джо не учел одного – мафия не забывает предательств. 11 февраля 1976 года изрешеченное пулями тело мобстера было обнаружено на улицах Сан-Франциско. Джузеппе Греко, или «Кровавый башмачок», сицилийский мафиози, который занимает 3-е место в рейтинге самых жестоких наемных убийц. И не напрасно, ведь на его счету свыше 300 жертв. Джузеппе Греко родился в 1952 году в Чиакуле, городке на окраине сицилийской провинции Палермо. На тот момент клан Греко владел цитрусовыми плантациями в нескольких пригородах и был одним из самых влиятельных во всей округе. Отец мальчика носил кличку Скрапа, что по-итальянски значило «башмак», потому и Джузеппе с детства прозвали «башмачком». Его дядя Микеле Греко был боссом семьи Чиакулли и был тесно связан с семьей Корлеоне. Вопреки шаблонным изображениям мафиози как невоспитанных и грубых разбойников, Греко были настолько сдержанными, что их часто принимали за светских деятелей. Умение сдержанно вести себя позволяло им дружить как с политиками, так и с гангстерами. Однако с таким же благородным спокойствием они убивали всех, кто вставал у них на пути. Так, во время Второй войны мафии между 1981 и 1983 годами Джузеппе Греко, следуя примеру своего дяди, не задумываясь, расстрелял более 300 людей из АК-47. При этом молодой убийца отличался изобретательностью, когда дело доходило до утилизации тел. Греко растворял трупы в чанах с кислотой, а иногда разрезал на куски и скармливал свиньям. В числе убитых им оказались итальянский мафиози Стефано Бонтаде, лидер итальянской коммунистической партии Пио Ла Торре, заместитель командующего корпуса карабинеров Карло Альберто Делла Кьеза и могущественный босс в семье Пассо Сальваторе Инзерилло. Он даже убил 15-летнего сына Инзерилло после того, как юноша поклялся отомстить за своего отца. При этом, прежде чем выстрелить ему в голову, сначала отрубил мальчику руку. Официально кровавый башмачок был признан виновным только в 58 убийствах, но за решетку не попал, так как был убит в 1985 году своими бывшими соратниками. Рой Демио – создатель метода близнецов или конвейера убийств. Рой Демио был одним из самых известных наемных убийц мафии, действовавших в Нью-Йорке в США в конце 70-х и начале 80-х годов. За свои зверские расправы он занял 3-е место в списке 5 жесточайших наемных убийц в Америке. Гангстер, с которым не осмеливались связываться другие не менее известные бандиты, родился в Бруклине в 1942 году. Его родители были итальянцами из рабочего класса. В начале 70-х Рой начал работать солдатом на мафиозную семью Гамбино. Примерно в это же время он принялся вкладывать деньги в производство порнофильмов. При этом вкусы у него были, мягко говоря, необычные.
Ему нравились картины, связанные с зоофилией, с участием несовершеннолетних, а также снафы – короткометражные фильмы, в которых показывали настоящие убийства. Его наклонности противоречили принципам мафии, поэтому Роя тактично попросили завязать с его хобби. Однако странные наклонности – не единственное, за что Де Мио получил популярность в преступных кругах. Его способы расправы с жертвами также получили широкую известность. Киллер разработал особый метод, который был назван методом близнецов по названию бара, которым он владел. Заключался он в следующем. Обычно жертве предлагали войти в бар через боковую дверь. Ничего не подозревающий человек входил в помещение, расположенное в задней части здания. В этот момент один из членов команды, чаще всего сам Де Мио, стрелял несчастному в голову из пистолета с глушителем. После того, как человек умирал, Рой за ноги подвешивал его в ванной, чтобы вся кровь стекла вниз. Делалось это для того, чтобы удобнее было расчленять труп. Затем жертву обезглавливали. Голову Де Мио обычно закидывал в пресс для отходов производства. Остальное обескровленное тело он укладывал на брезент и расчленял. Части тела упаковывались в пластиковые мешки, которые после он оставлял в мусоросборнике супермаркета. За всю свою карьеру таким способом Де Мио убил более 200 человек. Летом 1980 года агенты ФБР установили наблюдение за хранилищем. Однако арестовать серийного убийцу так и не удалось. В январе замерзшее и изрешеченное пулями тело Де Мио нашли в багажнике автомобиля. Ричард Куклинский. Ледяной человек. Ужас Манхэттена и самый жестокий наемный убийца в истории человечества. Яблоко от яблони недалеко падает, но далеко катится. Фраза, которая полностью подходит к Куклинскому. Будущий хитмен родился в 1935 году в Нью-Джерси в семье поляка и ирландки. Его отец был алкоголиком и неуравновешенным психопатом, мать религиозной фанатичкой, а старший брат осужденным убийцей-педофилом, который изнасиловал и скинул с крыши 12-летнюю девочку. Ричард не отставал. В свободное время он мучил кошек и собак, пытая их и сжигая заживо в мусоросжигающей печи. В 13 он убил своего одноклассника Задиру за то, что тот назвал его жердяем. Школьного обидчика Куклинский забил металлической вешалкой. После этого случая Ричард сбежал из дома и присоединился к компании малолетних грабителей. Здесь он участвовал в грабежах, попутно оттачивая свои навыки киллера на бомжах. Талант юноши не остался незамеченным, и уже к концу 60-х он работал на 5 мафиозных кланов. Среди его постоянных клиентов были такие известные кланы, как Гамбино и Де Кавальканте. При этом даже пораженные мафиози говорили, что Куклинский – настоящий ублюдок и сам дьявол во плоти. Он измывался над своими жертвами, а в свободное время убивал людей ради забавы. Каждое убийство доставляло ему и удовольствие, и десятки тысяч долларов. Однажды он взорвал машину полицейского, который выписал ему штраф. Незадолго до этого он забил кием до смерти игрока в бильярд, потому что тот посмел с ним поспорить. В день покупки нового арбалета он убил случайного прохожего, просто чтобы опробовать новое оружие. И еще одной из жертв, которая начала молиться, Айсман глумливо дал лишние полчаса, чтобы молитва успела дойти до Всевышнего. А как-то раз Ричард снял рекламную запись, на которой он с энтузиазмом скармливал одну из жертв крысам. Видео он показал Рэю Де Мио. Однако мафиози, на счету которого было полсотни собственноручно убитых людей, не смог досмотреть ролик до конца, потому что его стошнило. К работе Куклинский всегда подходил творчески. При этом в ход шло все – огнестрел, яды, огонь, взрывчатка, ломики, ножи, дубинки. Его излюбленным способом убийства было введение цианистого калия в нос жертвы с помощью спрея. Тела умерших он закатывал в нефтяные бочки, скидывал в шахты, некоторых топил в водах Гудзона. Но его фирменной фишкой стала глубокая заморозка трупов, за что он и получил прозвище «Ледяного человека». Прямых улик против Ричарда не было, поэтому полиция подкупила старого знакомого убийцы, и тот записал на диктофон разговор, в котором Куклинский согласился выполнить очередной заказ. В 1986 году Ричарда арестовали. Несмотря на то, что за свою 30-летнюю карьеру он успел убить более 300 человек, предъявить улики смогли лишь по 6 из них. Но этого было достаточно для пожизненного заключения. 5 марта 2006 года бездыханное тело киллера нашли на полу камеры. Вскрытие показало, что Ричард умер от естественных причин. Все мы согласимся с тем, что наемные убийцы – бездушные, бессердечные психопаты и яркое напоминание о темной стороне человеческой натуры. Однако, что именно движет этими людьми – обида, месть, жажда внимания и славы – по сей день остается загадкой.
На этом у нас все. Всем хорошего настроения и до нового интересного видео.